Друзья, всем привет! Это первая часть мастер-класса по пошиву корсета с бретелями-бантами. Я вам желаю приятного просмотра и легкого шитья. Для этого корсета я беру выкройку от нашей школы шитья. Корсет на бретелях с воланами. Вырезаю нужный размер. Чтобы сделать моделирование передней части корсета, на рельефе отмечаем припуски. Здесь это 1 сантиметр. На одной из деталей припуск срезаем и соединяем детали переда. И у нас получается одна деталь переда, 2 детали спинки и 2 детали чашки. Для пошива этого платья я беру атлас нестрейчевый средней плотности, подклад нестрейчевый, нейлон, дублерин нестрейчевый средней плотности. Перед раскроем ткань корсета и для лица, и для изнанки обязательно утюжим утюгом с паром. Атлас проклеиваем дублерином. Выкраиваем детали корсета, соблюдая направление долевой нити. Припуски уже добавлены к выкройке. Я выкроила лицо и изнанку. Сшиваем детали основы с припуском 1 сантиметр. Детали чашки сшиваем с припуском 7 миллиметров. Обратите внимание, что в начале припуска детали сходятся вровень. Швы в разутюжку. Детали чашки утюжим на круглой колодке. Для кулисок из основной ткани отрезаю полоску шириной 2,5 см. Для идеально ровного кроя я всегда вытягиваю нитку и по ней отрезаю. Также отрезаю ленточку дублерина шириной 2,5 см, проклеиваю ткань. Вручную приметываю срезы внутрь. И отутюживаю. Делаю разметку будущих кулисок исчезающим маркером. Центральная кулиска. Вторая кулиска располагается на 1 см к центру отметки под чашкой, внизу на 3 см от центра. И на расстоянии 4 см вверху и внизу рисуем следующую косточку. Отмеряем и отрезаем с небольшим запасом кулиски. Кулиски подкалываем к ткани.
Пришиваем двумя строчками. Отутюживаем. Вметываем чашки в корсет. Шьем на машинке, припуск 7 миллиметров. Проверяем, совпадают ли срезы чашки и основы. Пристрачиваем припуск в сторону чашки. Припуск основы подрезаем. С припуска чашки срезаем небольшие излишки. В этот корсет я ставлю плотные чашки. Как сделать такие же, смотрите мой мастер-класс, который называется «Чашки в корсет». Выкройку плотных чашек делаем очень просто. Мы берем выкройку чашки из ткани. Я буду показывать на 42 размере. Убираем припуски по всем швам стачивания. Здесь припуск 7 миллиметров. И по верхнему срезу убираем припуск. Здесь он 1 сантиметр и плюс 3 миллиметра. То есть мы убираем 1 сантиметр и 3 миллиметра с верхнего среза. На второй детали чашки делаем те же действия. Не забываем ставить метки, чтобы не запутаться. Срезаем припуски. Выкройка внутренней чашки готова. Чашку подкалываем к изнанке и проклеиваем утюгом. Теперь прокладываем соединительную строчку со стороны изнанки. Я двигаюсь по периметру чашки от края к центру с расстоянием около 1 сантиметра. Готово. Кулиску для косточки формируем в полукруг. Настрачиваем вокруг чашки. Края ленты срезаем наравне с краями внутренней плотной чашки. Прокладываем строчку по краю кулиски. Края кулисок в центре переда закрепляем мелкой строчкой зигзаг. Вставляем в туннели подгрудные каркасы косточки.
Закрепляем второй конец туннеля зигзагом. Готово. Складываем детали лицом к лицу и фиксируем иголками верхний срез переда от уголка до уголка, очень точно совмещая швы. По спинке соединяем от уголка к центру спинки. Ставим метку, отступив 4-5 см от центра спинки. Шьем с припуском 1 см до этой метки. Срез переда шьем со стороны лица, припуск 1 см. Делаем надрезы припуска по центру, не доходя до строчки на 1-2 мм. Припуск перестрачиваем в сторону изнанки. Подрезаем припуски. По спинке на припуске делаем надсечки. Продолжение пошива корсета смотрите в следующем видео. Друзья, если вы хотите научиться шить такую же пышную юбку, как в этом платье, я создала для вас пошаговый мастер-класс с подробными уроками и выкройками юбки. Ссылку на мастер-класс я оставлю под этим видео.